Приветствую вас, мои дорогие. С вами Ева. Вы на канале Ева Оракул и Таро. И сегодня мы в невероятно мощном, сильном месте. Это вот на самом деле вот место, где я сейчас нахожусь, это просто мое место силы. Здесь просто сносит ветра. Если бы вы видели конструкцию, которую я соорудила, то сейчас эта камера, она просто вмонтирована в стену древнего города. По-другому никак здесь невозможно было не записать видео, потому что сносит ветра. Мощные ветра, озеро Бафа, Гераклея, древний город Гераклея. Мощно, давно вас хотела сюда привезти и записать здесь расклад. Здесь существовало 5 империй. Последняя была, по-моему, византийская. Во времена Римской империи эти места были одними. Город Милес, один из самых богатых были городов. Здесь чеканили монеты, здесь было такое процветание. И вот вы знаете, сегодня я решила записать такой расклад, потому что вот когда я сюда ехала, во-первых, сейчас выходила карта сила, карта звезда, высшие арканы. Вы не то, что знаете, вот там, как сказать, вы не то, что вот когда вы читаете историю, когда вы смотрите какие-то исторические фильмы, понимаете, вы не то, чтобы как-то смотрите это со стороны, вы смотрите как будто бы это на свою жизнь, потому что вы очень старая душа, у вас было очень много воплощений. И я думаю, что большинство людей, практически все, кто смотрит сейчас этот расклад, кто попали на этот расклад, попали сюда на этот расклад неспроста. Вот, выступали тоже на эту землю, или вы жили в те времена, вам будет очень откликаться энергия этого места и этот сегодняшний расклад. Расклад будет о вас. Вы знаете, хочется поговорить о вашей истории, вашей судьбе, именно как бы линии вашей души. Вот что ваша душа проживала, что она проживает сейчас, какие у нее задачи. Потому что вот сразу, понимаете, вот только я вступила сюда, пришла, и мне сразу прям вот старая душа, было так много воплощений, понимаете, вот у вас, конечно же, на вас выходит маг, и на вас выходит еще здесь король, король мечей, смотрите. И вот интересно, что эти две карты пришло, понимаете, вот, хотя у них, с одной стороны, есть очень похожая энергия, но в то же время очень разная. Но самый главный момент, что вы даже в те времена, в своих всех воплощениях, вы как будто бы всегда несли какую-то миссию. Причем это не всегда были... Вы понимаете, вот в чем ваша сила вообще вас? Смотрите, какой у меня вид. Жалко так это закрывать его картами. Вы душа, которая во всех воплощениях, вы понимаете, вы почему сейчас вообще на этом канале, почему вы интересуетесь, ведь не все же люди до сих пор даже понимают и могут вообще прикасаться к тонким энергиям, к тонкому миру, к чтению Таро, люди, которые понимают эти вещи, да, таких людей на самом деле, вам кажется, так много таких людей на Земле, пыль очень сильно, таких людей на самом деле не так много на Земле, как вам кажется, и сейчас, конечно, становится больше, но вы были человеком таким, знаете, магом-алхимиком. То есть ваша душа, понимаете, если это было средневековье — костер. Если это было вообще до нашей эры, понимаете, вы как будто бы вот жрец. Вот не зря выходит мне карта жрец, маг. То есть вы были человеком, который нес сознание, нес что-то вот новое. То есть вы были человеком всегда, неважно, это был круг 10 человек, 100 человек, или это был тысячный город, как я сейчас здесь стою, понимаете? Вы были исключительным человеком. То есть вы были человеком таким, знаете, ну, вот слово «изгой» мне не подходит. Вы умели немножко, знаете, сохранять свои знания, себя, беречь, как бы так сказать, свою энергию, потому что вы понимали. Вы, кстати, вот до сих пор, у вас очень много страхов быть собой, именно из-за ваших прошлых воплощений, потому что вам кажется, что вас могут не понять, осудить, и вообще, знаете, как будто бы вот вы даже, может быть, то, что вы там смотрите Таро, вот расклад, который вы сейчас смотрите, или другие, то, что вы увлекаетесь, да, вы не все можете сказать. Вы, кстати, от многих людей, вот мне идет, вы скрываете. Вы скрываете, вы вообще для мира вы хотите, понимаете, у вас выходит, конечно же, карта умеренность, понимаете, самая главная такая карта удачи. Вот она всегда, когда выходит, я оставляю ее в колоде, понимаете, карта такая вот максимальная, такой манифестация, подтверждение того, что я говорю, потому что вы из-за всех ваших прошлых воплощений даже, понимаете, вы сейчас себя немножечко не всегда выдаете миру, вы как бы с людьми стараетесь общаться на их языке, то есть вы как сказать, вы немножечко, ну, вы просчитываете тему, если там люди не очень готовы это понимать, то вы не будете это, знаете, как-то проталкивать, вы не будете даже об этом заикаться.
вы не будете, знаете, как-то вот, сломя голову, вот всем навязывать свои идеи, свое видение и так далее. Вы настолько мудрая старая душа, вы понимаете, что для того, чтобы прийти к каким-то вещам, нужен путь. Путь огромный, вы сама этот путь прошли. И вот я вижу, что во многих вообще ваших воплощениях, вот не зря я нахожусь в таком месте, понимаете, вот меня сюда тянет. Меня как минимум пару раз в год меня сюда тянет, я должна здесь побывать, понимаете, это кария. Это невероятно мощные энергии, понимаете? Это цивилизация, вот истоки цивилизации, где происходили, ну, понимаете, такие мощные вещи, и вы были всегда, все ваши воплощения, вы были очень всегда значимой фигурой, понимаете? Понимаете, вот вы были или, если это там, я не знаю, если в этом городе есть, не знаю, там, какой-то должен быть главный человек, вот вы этот главный человек. Ой, мне сейчас, кстати, сейчас я купила вот этот браслет, только что шла, сидела женщина, вот, кстати, тоже, она сидела с глазами не вот такими голубыми даже, как озеро, не как у меня голубыми глазами. У нее глаза были вот такие вот бирюзовые. Я проходила мимо старушечки, сейчас тут около 45 градусов, вот здесь вот сейчас я нахожусь, только ветер спасает. И у нее голубые такие изумрудные, вот прям вот такого вот цвета глаза. И я когда заглянула в ее глаза, и вот это слово «старая душа», душа, которая знает очень много секретов и тайн, вы всегда были человеком, который в этой группе людей, вы всегда выделялись, понимаете, своими знаниями, своим внутренним светом. У вас через глаза, даже через глаза, мне почему-то глаза идет. Вот все девушки, которые сегодня смотрят, у вас через ваш взгляд можно понять, кто вы, понимаете? Люди знающие, люди понимающие, люди видящие, им достаточно только к вам взглянуть вам в глаза, и они увидят там все. И поэтому вы не спешите открываться людям, понимаете, недалеким, людям, которые еще не прошли какой-то путь, очень молодым душам, искалеченным душам, темным силам. Вы все берете, понимаете, вот, скажем так, держите все при себе, потому что вы понимаете, сколько в мире вы видели это все. Очень много в ваших воплощениях вы часто чувствовали себя изгоем, человеком, которого могут осудить, и вы очень осторожничаете. Причем мне идет, что вот вы были, сразу же карта жрицы, выходит подтверждение. Вы как выходили, и вы и за темные, и за светлые силы. У вас были вопрощения, вы скажете, почему вот у меня сейчас, если я такая мощная, сильная, старая душа, почему у меня в жизни происходят такие уроки? Потому что часто вы свою силу в прошлых воплощениях использовали не только, понимаете, очень была большая у вас сила. Но вы не всегда ее использовали в светлую сторону, понимаете? Вы иногда ходили, вы использовали темную магию, вы не понимали, что все, что посеешь, что и познешь. Вы не понимали, что все, что вы отдаете в этот мир, вернется вам стократно. Вы думали, это что все игрушки, понимаете? Вы думали, что вы сильнее всех, и вот вам можно делать все. Бывало, у вас было такое воплощение. Сейчас я вам говорю, вам это срезонирует. Но сейчас в этом воплощении вы уже совершенно другая. Вы понимаете, что нужно нести свет, гармонию. И вот ваша сила, вы теперь очень понимаете. Вот вы, кстати, такой человек мне идет, что из потока сейчас однозначно карта выйдет, понимаете? Сразу повешенный, но он у меня здесь, кстати, перевернутый пошел. Это вот, боже, когда Трамп уйдет, сгинь нечистая. Просто я эту колоду сегодня приводила в порядок, и это все равно 3 карты перевернутые. Ну это просто, это вообще как так? Обозвала его шулером. Вот это, кстати, очень хорошо, понимаете? Когда сталкиваешься с темным миром, соглашаешься, понимаете, играть не по правилам света, а по правилам тьмы, у этого всегда и есть, даже соприкасаться с такой энергией, у этого всегда и есть, скажем так, ответ, понимаете, у этого всегда будет бумеранг, всегда вернется. Поэтому вот здесь мы повешены, понимаете, выпал перевернутым, я таковой оставлю, понимаете. Вот вы думали, что вы можете в тех воплощениях, понимаете, стоять как-то вот как угодно, и вам ничего не будет, вам кость гуся вода, у меня такая сила, у меня такая мощь, я могу делать все, что хочу. Но в этом воплощении вы поняли, что у всего есть расплата, понимаете, вы все перевернули с ног на голову. Вы поняли, что на самом деле какие законы Вселенной, какие законы мира. Вы сейчас бескомпромиссно выбираете свет. Вы его просто манифестируете и несете вперед. Потому что в прошлом воплощении у вас были такие уроки, понимаете, вы даже, я смотрю, вот многие даже не помнят, не знают своих воплощений, вам там не вспоминаются какие-то свои, да, вот там кармические программы и так далее, вы их не видите, но вы чувствуете, вы интуитивно чувствуете, что так больше нельзя, поэтому у вас
У вас, кстати говоря, в этой жизни очень много было моментов, когда вы не понимали, почему с вами это происходит, почему у вас какие-то вещи происходят. Потому что вы очень старая душа, и у вас была во многих моментах какая-то уже отработка кармы. Потому что вы знаете, мы сейчас выходим в новые времена, в новые энергии, где у всех происходила зачистка кармических программ в этом воплощении. Поэтому ваша душа сейчас дочищает, и у многих дочищала и дочищает пока еще а, солнце там, дочищает все, скажем так, вещи из прошлых жизней. И вы это прекрасно знаете. И вы, хотя, как бы, знаете, вот могли бы сказать, ну вот, почему со мной такое случилось, но в глубине души вы знаете, какая в вас сила есть. И вы прекрасно понимаете, вы уже, понимаете, вас не обмануть, вы прекрасно знаете, понимаете, вот даже колесница снова мне подтверждает, понимаете, вы прекрасно знаете, вот сейчас у вас есть знания, у вас есть абсолютно невероятные, как бы, знаете, вот вы как будто бы, знаете, вот все хроники Акаши, которые, записи, которые все есть у вас внутри, понимаете, вы их уже все считали, вы пропустили через себя. И сейчас вы уже, понимаете, в каждом дне вы понимаете, что вам будет стоить, если вы будете эту силу не в свет направлять, понимаете, а будете направлять, допустим, в какие-то, вот не задумываясь, неосознанно какие-то вещи делать, понимаете, вам тут же это будет прилетать. То есть моментально, моментальная ответка моментальная, понимаете? Сегодня утром на кого-то разозлился, с кем-то поссорился, вечером у тебя что-то переключилось не то. Заболел, неприятности, что-то сломалось, где-то подскользнулся, это что-то. То есть моментально. То есть вы сейчас уже поняли, насколько, кстати, так можно было так сделать, да? Вот можно было сразу, да? Ну, извините, я хотела вид вам и сфокусировалась. Ну, ладно, нормально. Сейчас. Как так, Свет? Сейчас телефон еще с этой стены упадет. Сейчас доиграюсь я. Сейчас я тут доиграюсь. Телефон стоит просто, если вы знаете, он балансирует. Здесь моя кружка Стелли, я вас фотографирую, которую я вставила в дырку в стену, и на дырке этой стене стоит телефон с подключенным микрофоном. Я вам фотографирую эту конструкцию, понимаете? Да, как настоящий архитектор я соорудила здесь. Ходила по всем этим развалинам, там солнце, там ветер, понимаете? Вот это вы сейчас абсолютно понимаете? Вот этот баланс вы ищете, чтобы там ветром не снесло, там солнце не нагрело, понимаете? Ваша сейчас душа такая, потому что вы понимаете, что лежать полумертвые, расхлебывать какие-то свои ошибки, неверные выборы, а еще лучше какие-то компромиссы с совестью. Вы сейчас больше на такой вообще не ходок. Вы столько, у вас, понимаете, я же говорю, очень старая душа. Вы съели просто пуд соли. Вы прекрасно понимаете, головка будет потом бобо. Головка будет потом бобо. Вы с собой даже так разговариваете. У вас иногда, кстати, такое бывает. Вы, кстати, может быть такая, знаете, вот такая вот вы такая можете, вот, энергия. У вас энергии очень много, и вы можете, прям, кстати, первый мой стоячий расклад, прям так хорошо. Это я еще сижу зажата, а тут я могу двигаться. На самом деле, просто 45 градусов. Я тут абсолютно одна. Вот это вот все, что вы видите, огромное озеро Бафа, огромное, не знаю, в районе нескольких километров, я здесь абсолютно одна. Мы с вами здесь абсолютно одни. Такая вот мощная энергия только для нас. И у вас очень мощная энергия. И вот в этом воплощении для вас критически важно всю свою силу, всю свою энергию направлять только в свет, только по Божьим законам, не нарушая законы Вселенной. Уже все их прекрасно знают. Если вы их еще какие-то до сих пор еще не поняли, не усвоили, да, вам обязательно нужно в этом разобраться. Потому что если вы будете... Эта карта мне выходила в начале расклада, только открыла колоду, понимаете? Вот звезда. Я ее даже на обложку поставлю. Смотрите, какая классная. Ну, вы звезда, понимаете? Вот это вот абсолютно карта, которая очень классно, как она сюда вписывается, понимаете? Вот прям девушка с кувшинами. Здесь, кстати, очень много валяется осколков вот старых посудок, керамики, кувшинов. Они даже здесь вот в стенах. Вот здесь вот, не знаю, вы видите или нет. Здесь кирпичики есть, кусочки глины. Вот. И вы душа, которая сейчас всю эту силу, знаете, вот будете лить из себя такой чистый источник божественного света, божественной любви в отношениях, в семье,
на работе. Для вас это сейчас очень важно. Вы поняли, насколько это важно. И что самое главное, понимаете, через это идет исполнение вашей мечты. То есть воплощение ваших желаний, ваших целей, ваших всех каких-то, знаете, вот все, что у вас вот так вот теплится в сердце, какие-то самые такие потаенные, понимаете, хотелки, вот они все, понимаете, не придут из того, что вы будете умом постигать, думать, а сделать так, что-то как-то выбирать, перевыбирать, понимаете, вот жить как люди умом. Вам только, если у вас, кстати, не получается, у вас уже не получается, у всех старых душ сейчас на Земле не получается пробивать все лбом. Еще не совсем недавно можно было пробивать все лбом, даже еще лет 10-20 назад. То сейчас, если у тебя нету света, если ты не энергией любви, не через энергию божественной любви ведешь все свои желания, цели, достижения, у тебя тут же, понимаешь, у тебя тут же будет Вселенная тебе давать сопротивление. Тут же будут возникать неприятные ситуации, болезни, стрессовые какие-то ситуации. То есть для вас это сразу подсказка, понимаете? Если не гладко, если у вас такое чувство какого-то неудовлетворения, разочарования, если вы понимаете, что что-то не получается, для вас сейчас в этом воплощении, это сразу же первый сигнал, что вы двигаетесь не туда. И нужно двигаться уже, понимаете, на свет. То есть выбирать абсолютно новую стратегию поведения, новую модель мышления. И вам критически важно в этом воплощении для того, чтобы встретить свою половинку, для того, чтобы работать в том месте, где вы хотели бы работать, для того, чтобы вообще, в принципе, знаете, вот себя реализовывать так, как вы хотите, прийти ко всем вашим мечтам. Даже вот мне идет, что жить в месте таком вы хотите, в таком, знаете, вот райском месте. Боже, такая стена, вот прям хочется здесь вот прям вот к ней, слушайте, прикасаться. Ну, озеро Бафа, друзья, это вот мое место силы, это всемирно известное место. В Турции, я считаю, одно из самых красивейших, невероятных, недооцененных. Я в телеграм-канале подержусь видео, целую сделаю обзор этого места, положу, кто еще не подписан, подписывайтесь, оформляйте подписку на мой телеграм-канал закрытый, там я делюсь таро на неделю, карта дня, какие-то свои заметки из своей жизни, постсцены о раскладах. Приходите, подписывайтесь, буду вас там ждать. Наше небольшое приятное женское сообщество закрытое. Так, что я сбилась, говорила. И вот не зря сейчас я за стену пригасилась, понимаю, сказала про место силы. Вам нужно знать, что вас наполняет, потому что ваш путь непростой, ваша душа старая, то есть вы уже знаете себя хорошо. И вам очень важно быть в тех местах, которые вас наполняют, делать вещи, которые вас наполняют. Вы очень легко сейчас, кстати говоря, в этом воплощении, опять, кстати, перемешала колоду, и вот выходят те же карты. Поскольку вы, жрица выходит, понимаете, поскольку вы, вот то, что я сейчас сказала, поскольку вы очень старая душа, понимаете, очень старая душа, сейчас я вот так вот по порядку карты, потому что тяжело держать, я стою, некуда колоду положить. Смотрите, и, кстати, вы посмотрите, вы видите? Вы это видите вообще? То есть, возможно? Вот это же говорю, глаза сегодня бирюзовый цвет, горловая чакра, вишудха, проявление, понимаете, вот как вы себя, ваше проявление в этот мир сейчас, проявление в мир должно быть очень ясным, четким. Вы должны сейчас выбрать энергию света, действовать через энергию божественной любви. Если вы сейчас будете нарушать законы, вас тут же будет, понимаете, вот так. И я вот вижу, что вы, поскольку вы еще только нащупываете вот это между светом и тьмой четкую эту грань, чтобы окончательно выбрать этот цвет и никогда ни в каких обстоятельствах, ситуациях не выбирать, почему-то вот мне идет, что мне не нужно даже расшифровывать. Что это означает? Вот кто-то сейчас даже в комментариях будет писать. Я вот чувствую, такое мне идет из потока, что означает, что там за свет, что за божественное. Кто понял, тот понял. Вот кто еще не понял, тому, значит, это еще рано даже этот расклад смотреть. Этот расклад для очень избранных, понимаете, для жриц, для женщин, которые действительно понимают, о чем сейчас вообще разговор с полуслова. Так вот, вам нужно свои места силы, свои способы восполнения энергии. Вы должны это четко знать, и этим уже это ваша такая женская внутренняя магия, понимаете? Вы должны знать, что вас исцеляет. Не к кому-то бежать, понимаете? Не бежать там к подружкам, не бежать там, знаете, как вот люди там в алкоголь, какие-то еще что-то, понимаете? Вам нужно знать само для себя главные слова, которые вы себе скажете, главные мысли, которые вы подумаете, и вы сразу же восстановите свою энергию, понимаете? Вот то, что сразу шло здесь. Туз мечей. Сразу же вы, вот ваша корона, понимаете? Вот вы сразу же должны четко, ясно сейчас видеть. Вот это я делаю, вот так вот будет. И у вас сейчас это есть, кстати, вот эта ясность у вас есть.
Вот так я делаю. Вы просто иногда, понимаете, вы еще до конца не поняли, понимаете, сказать, не переложили эту музыку на свою жизнь, скажем так. Вы сейчас учитесь, и сейчас мир очень сильно меняется, и вы пытаетесь к нему тоже приспособиться. Так вот, вам нужно каждый день смотреть, потому что жизнь становится быстрее. Вы заметили? Жизнь становится быстрее, вибрации повышаются быстрее, правила игры меняются еще быстрее, и нужно подстраиваться под ситуацию еще быстрее. И нам подсказывают, что в этом меняющемся мире вы как были старой душой в те воплощения, который был всегда или управителем, или лидером, или человеком, который решал какие-то судьбы других людей. Даже если вы могли быть каким-нибудь магом, который сидел у себя в каморке и делал какие-то ритуалы, но даже тогда вы не очень понимали, вы думали, что, ну, я творю магию, белое, светлое, черное, непонятно, то есть вы считали, что в этом нет ничего. Тогда это было так для вас. Но сейчас вы понимаете, что только свет, только любовь. Потому что вы знаете на вкус, как жарят на адской сковородке. Кто понял, тот понял. Как в жизни бывает непросто. Как тебе возвращаются твои ошибки. Вот. Как нужно бережно, милосердно и с любовью относиться ко всему. Что происходит, если ты предаешь, если ты обманываешь. Ну, это все такие простые истины. Да, слово там убей, убийство, убить кого-то, да, ведь люди часто убивают словом, убивают взглядом, убивают просто тем, что они не дают жить, существовать кому-то другому. Это тоже, вот, понимаете, подтверждение, да. Вы должны сейчас понимать, каждый день, вы сейчас вообще у вас сейчас такой период жизни, что у вас четко, все ясно и понятно. И вы вот эту истину сейчас через жизнь всю свою несете. И вы, кстати говоря, в этом сейчас уже воплощении начинаете говорить об этом, понимаете? Вы уже начинаете заговаривать. Если раньше вы побаивались, потому что вы знали, что бывает с такими людьми, понимаете, то сейчас вы ищете вы единомышленников. Вот, например, вы на канале Ева Оракула Таро. Здесь девушки в комментариях, вы смотрите, какая невероятная всеобъемлющая любовь в комментариях. Девушки, я вас благодарю всех, кто пишет комментарии. Давно я вам этого не говорила, потому что в раскладе увлекаюсь эмоцией, которая идет из потока. Вот сейчас хочу расстановиться. Вот понимаете, вот этот женский круг, где тут карта, вот понимаете, этот фокус на нее, да? Вот этот женский круг, который у нас формируется в комментариях под видео, это не просто так. Мы все вместе здесь манифестируем наши желания, наши мечты. Мы сами их воплощаем. Мы проходим все вместе одновременно трансформацию, понимаете? Вы знаете, что люди воплощаются группами? Я вам уже об этом рассказывала. Поэтому все наши встречи здесь на канале, они неспроста. Так вот вы сейчас, понимаете, вы сейчас можете свободно писать, вы чувствуете, можете делиться своими историями. Вот ко мне девушки некоторые приходили на консультации, было несколько у меня таких консультаций, когда даже не знали, как обратиться, как задать вопрос, как записать мне голосовое сообщение, потому что первый раз вообще, понимаете, первый раз, то есть вроде бы человек уже понимает, такой тонко чувствующий, но первый раз обращается, первый раз говорит вслух какие-то вещи, понимаете. Вот вы сейчас в этом воплощении, вы понимаете, что вы можете говорить вслух в колесницу, потому что, и понимаете, и действовать, и проявляться, понимаете, вы можете смело проявляться, потому что вы выбрали свет. Вы не боитесь больше, что что-то там прилетит, какая-то ответка, что-то вы повернете не туда, потому что вы четко понимаете, что вы выбрали свет, понимаете, и в этом ваша сила. Ну, просто невероятно. Старший аркана, звезда, маг, жрица, сила, колесница. Ну, просто вот все, что, ну, в таком месте, девочки, ну вот что здесь может быть еще? Ну вот посмотрите, вот я вам не буду мешать. Пожалуйста, посмотрите на эту красоту. Невероятно, ну это просто невероятное место. Сейчас я развернусь, там очень красивый остров, покажу вам в конце расклада. И сделаю такой обзор этого места в Телеграм. Отшельник. Ну, понимаете, и отшельник. Только сказала, все старшие арканы, понимаете, старшие арканы. Вот я не могу, все остальные карты сегодня не работают. Вот это вы, такая старая душа, которая проделала огромный путь, и в этом воплощении уже не скрывает свой свет, уже не скрывает свои знания. И многие женщины, которые сейчас смотрят, чувствуют пробуждение интуиции, пробуждение своих каких-то древних знаний, навыков. У каждого это свои какие-то таланты, независимо. Это не обязательно, это касается именно темы там ясновидения, темы интуиции. Это может быть касаться еще ваших талантов. Кто-то голос, кто-то что-то делает руками. Вот мне пишут о чем-то, вот я не знаю, что делают так руками, рисуют или что-то вы даже, может быть, кто-то пишет, кстати, кто-то, может быть, на этом раскладе сегодня много девушек, вот мне почему-то вот такой жест идет, я не знаю, что это жест. Готовите еду или пишете, рисуете. Ну, вот такой вот, что-то вот рукой, вот такой вот жест.
Кто-то даже вяжет вот так. Не знаю, что-то вот такое вот жест. Ну, напишите в комментариях, что. Потому что есть какие-то таланты, и не понимаете, я уже говорила в прошлых раскладах, этот расклад абсолютно о том. Неважно, понимаете, эта карта хотела так и сказать, чтобы я о ней сказала, понимаете, двойка пентаклей. Неважно, чем вам заниматься. Вы иногда думаете, а мне этим заниматься или не этим, а чем мне заниматься, а как мне себя проявлять и так далее. А проблема, вопрос-то в том, что бы вы ни выбрали, вы жрица, вы маг, понимаете. Какое бы вы ни выбрали направление, какой бы вы ни выбрали путь, вы все равно найдете, как транслировать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пыль. Здесь песок. Здесь же все это пустыня. Ой, песок налетел в глаза. Вот. Что я хотела сказать, сбилась. Что бы вы ни выбрали, какой путь, какое бы вы ни выбрали дело, свет это найдет. Это, знаете, как растение, как это, вот он пробьется через землю, через камни, понимаете, через этот камень, этот росток, вот он пробьется. Неважно, чем вы будете заниматься. Вы даже не думайте, делайте первое попавшееся, что вам нравится. И вы будете вот этот так вот, понимаете, будете проявляться. Сегодня одно, завтра другое. Сейчас мир меняется, понимаете, даже многие ко мне приходят, а где жить. А сейчас очень многим людям даже не нужно думать, где жить, понимаете. Многие люди хотят осесть, королева Пентаклей, вот осесть, чтобы чувствовать себя все стабильно и так далее. Сейчас мир показывает, что нет, сейчас так не будет. Сейчас нужно быть, очень многие люди, понимаете, будут перемещаться, сегодня там, завтра там, и нужно к этому очень глубоко философски относиться, понимаете. Вот точно так же вам с вашим выбором дела. Какой прекрасный расклад, девочки. Если вам понравился, из этого уникального места забралась сюда, на самый верх. Сейчас я вам просто покажу мою архитектурную конструкцию сооружения. И немножечко вам покажу, какой здесь невероятная локация у меня была за спиной, чтобы вы просто поняли, какая красота. Сейчас тут главное не упасть. Опа! Видите, там лодочки. Ну, сказочная красота. Ой, главное тут это не споткнуться. Ну что, дорогие мои, будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеться снова. С вами была Ева. Так, все, уже деконструкцию второй раз я здесь не закреплю. В общем, до связи. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вам срезонировало. Сегодня вот забралась на вершину этой крепости для вас записать такой расклад. Надеюсь, он вам понравился, срезонирует. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все донаты благодарю, если вы отправляете. Уже говорила несколько раз, что за донаты я буду покупать колоды, буду что-то добавлять такое интересное в наши расклады. Поэтому благодарю всем, кто чувствует себя частью этого канала и проявляет таким образом свою сопричастность. До встречи, до связи. Подписывайтесь, переходите в мой новый канал Ева Famous People. Там я разбираю известных людей, сильные стороны известных людей. Очень много чего вам хочется всегда сказать. До встречи, до связи. С вами была Ева.